Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о создании узкого начертания журнальной рубленой. Все наши 4 мастера идентичны по составу, поэтому вариативность работает без проблем. Мы можем вот так вводить по карте вариативности, но мы видим, что у нас меняется только насыщенность, а ширина не меняется. Не меняется она потому, что мы ее не нарисовали, разумеется. Поэтому наша задача сейчас добавить ее. Вот, и в целом увидеть уже вживую это все здесь, на образцах слоев, которые здесь представлены, и у нас также должна активно быть активен слой Instance, потому что он говорит о том, что вариативность у нас работает как надо. Я добавил маски в слои легких и жирных узких начертаний, и мы сейчас, используя существующие контуры, это все дело подредактируем так, чтобы у нас все работало. Я удаляю эти стикеры, ну, в принципе, можно их не удалять. В общем, я вижу на фоне, у меня есть образец узкого и жирного начертания, точнее, узкого, легкого и жирного начертания. Вот, поэтому наша задача их просто обвести сейчас. Что я делаю? Я просто вот так подвину сейчас, наверное, маску, потому что у меня здесь стоит формула. Я делаю вот так. В целом оно достаточно похоже. Общая ширина этой буквы у меня будет, ну, допустим, пускай она будет 300, сойдет. Переходим на букву О. И теперь с зажатым, здесь у меня тоже формула стоит, поэтому нужно подвинуть маску. Зажатым C-Shift я вот эти узлы буду сдвигать сюда, чтобы они у меня сжимали форму и делали ее нормальной, правильной формой. В общем, C-Shift зажимаю, начинаю сдвигать, сдвигаю, и вот примерно вот так сдвинул. Вот она у меня получилась, но форма ее не очень нравится мне, потому что в оригинале она немножко более выпуклая по верхам. Поэтому что я делаю? Просто Ctrl-A, Ctrl-Alt-L, чтобы появились Tuning Lines. И теперь стрелкой вверх немножко ее так раздуваю, чтобы она была больше похожа на тот образец, который у меня представлен здесь. Но наш Light не должен быть такой насыщенный, потому что он уже выглядит как Regular какой-то. Потому что Light вот здесь это еще более-менее приемлемо. В масштабах этих пропорций такая толщина контура, она приемлема. Но когда мы говорим про вот такую ширину, он уже достаточно массивно выглядит, поэтому нам нужно ее уменьшить. А уменьшить мы можем ее тем, что просто уменьшим ширину вот этих вертикалей, овальных форм и так далее. Для того, чтобы у меня комфортно это все выглядело, я сделаю вот что. Вот эту часть я уменьшу до 40. Вот эту тоже уменьшу до 40. То есть вертикально у меня будет 40. А горизонтали у меня будут 38. Можно, ну, примерно так меня устраивает. И общий размер я сделаю, ну, пускай будет 240, чтобы поуже было. И здесь точно так же я сделаю 1, 2, 3. Но овальные части у нас должны быть чуть-чуть больше всегда, хотя бы в таком начертании. Поэтому я делаю 42. Вот. И вот здесь тоже раз с зажатым C я C-Shift двигаю, у меня получается 40. Опа, 42 сделал. Теперь здесь 1, 2, 3. Здесь у меня получается 38, но здесь тоже должно быть немножко побольше. С зажатым C делаю 40. И здесь тоже 1, 2, 3. Все, такой вариант меня больше устраивает. Общий размер сделаю тоже поменьше, потому что слишком она широкая получается. Вот. Вот это. Выбрал два этих хендла. Зажимаю Alt. Alt пробел. Не получилось. Значит, пробел Alt. Ну, в общем, я с зажатым альтом двигаю верхние вот эти хендлы, и нижние тоже у меня в противоположную сторону изменяются. Нажимаю пробел. Ну, в принципе, такой вариант меня устраивает. Нажму точку с запятой. Все, маска мне это не нужна, примерно такие пропорции меня устраивают. Но ширина мне теперь не устраивает вот этой буквы, потому что если мы посмотрим, здесь у нас стоят какие-то выражения,
ширины. Поэтому что я сделаю? Я сделаю вот здесь 70, а вот здесь равно и вертикальный бар, скопирую его на другие слои. А вот здесь я поставлю поменьше, ну, допустим, пускай будет 40. Вот, а здесь уже не 20 должно вычитаться, а 10, потому что слишком много. Здесь, соответственно, тоже делаю выражение равно вертикальный бар, чтобы он просто брал значение из противоположного опроша. Также его копирую на все другие слои. Вот. И здесь тоже сделаю аж 10. Вот. Теперь, если я наберу подряд несколько аж, но все равно многовато получается. Поэтому сделаю здесь тогда 30. Нет, не очень. 35. Может быть 40 даже нормально. Да, пускай будет 40. Вот, теперь исправим то же самое вот здесь. У нас тоже есть образцы. Мы их точно так же уменьшаем до примера. Но они у нас получились очень жирные, поэтому нам нужно их уменьшить по размеру. Потому что толщина вертикали 170, она хорошо подходит для такой ширины, но для узкой она слишком большая. Это у нас уже блэк какой-то получается. Поэтому нам нужно его облегчить, как на образцы. И делаем мы его, наверное, на 130 пускай будет. 130 здесь, 130 здесь. А вертикаль будет у нас, точнее горизонталь, 126 пускай. В принципе, она меня устраивает. Вот. И здесь то же самое. Подвинем маску. Зажимаю C-Shift. Начинаю уменьшать. Вот. Но очень массивное получилось. Если здесь у меня 130, здесь сделаю 135. Зажатым C. Раз, два, три. C-Shift. Раз, два, три. 135. Здесь делаем 130. И здесь делаю 130. В принципе, все, но достаточно широкие получаются, поэтому здесь я сделаю общую ширину в букве H 430. Многовато, сделаю раз, два, три. Ну, пускай будет 400. Нормально. А вот это 500, это слишком много, поэтому разница будет в 50, сделаю 450. Так, теперь мне тоже ее нужно немножко пораздуть. Ctrl-Alt-L включает все Tuning Lines, и стрелкой вверх я просто ее раздуваю. Так, внутренний овал нужно немножко иначе раздуть. Так. И теперь выставим здесь метрики. Здесь у меня было 40, значит здесь можно сделать 30. Нет, не очень. Поставлю 40. Ну, пускай будет 40. В принципе, все. Вариативность у меня есть. Так как это одни и те же контуры, у меня все прекрасно работает. Мне не нужно менять порядок контуров, мне не нужно менять какие-то там другие характеристики, добавлять, убавлять точки, компоненты какие-то делать и так далее. У меня все уже готово. Мне просто нужно было подвинуть узлы так, чтобы они просто были более компактны. Теперь я могу уже вот видеть такой результат. И, разумеется, по такому же принципу нам нужно будет сделать все остальные буквы. И если мы даже там посмотрим на какую-нибудь букву А, то здесь точно так же у меня сохранилась вся вот эта формула, все вот эти связи элемент референса, поэтому все достаточно будет быстро и несложно. Сейчас я за кадром добавлю все эти буквы в узком варианте, не будем тратить на это время. И мы с вами, кстати, вот обратите внимание, так как у нас буква U была сделана на основе элемент референса, к которому был применен дельта-фильтр, он даже здесь сохранил все вот эти вот компенсации ширины, которые мы с вами делали, таким образом, чтобы нам особо здесь ничего больше не пришлось делать, достаточно только вот эту подвинуть, сделать ее размером 130, вот эту немножко уменьшить, 126, если не ошибаюсь, там было, немножко ее приподнять, сузить, здесь подвинуть
И в принципе у нас уже готова буква Ю. Мне даже особо делать здесь ничего не нужно, все автоматически происходит. Поэтому, в общем, за кадром я это все сделаю. Возможно, из-за того, что я буду копировать из готового шрифта все эти фильтры у меня разорвутся, поэтому не страшно. Идею этого, в принципе, поняли, вы это будете делать все вручную. И посмотрим, что у нас с вами получилось вообще. Как мы помним, все наши полуопроши связаны с буквой H во всех слоях. Когда мы все копировали, у нас с вами все метрики взаимосвязанные тоже скопировались, поэтому межбуквенное расстояние у нас везде вполне себе пропорционально получилось и очень-очень даже удачно. Я разобрал все лишние фильтры, чтобы не сильно утяжелять проект, чтобы он нормально быстро работал. Поэтому, конечно же, никаких скрин-фильтров у меня уже здесь нету. Но это не страшно, у вас они пускай будут, их трогать не нужно. Но так или иначе, мы везде все настроили. Пропорционально вот я сделал всякие такие штуки, чтобы у нас более-менее нормально все буквы выглядели. И вот я выделю несколько из них, и можем посмотреть, как они в реальном времени у нас видоизменяются от узкого, тонкого, узкого, широкого до нормальных вариантов ширины, но при этом вот полноценные промежуточные варианты у нас есть. При этом мы можем зайти в, что это у нас, список осей. Здесь вот это вот все можем подвигать и попереключать все промежуточные значения. У нас их здесь получается, сколько у нас? 15 штук получается. Вот такая вот штука у нас с вами вышла. Вполне себе очень даже интересно и клево выглядит. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.